Сегодня предлагаю сделать необычную, красивую, простую в приготовлении и недорогую закуску на праздничный стол. Всем привет! А для начала нам понадобится несколько штук отваренных шампиньонов. У меня были такие маленькие, и я использовал примерно 10-12 штук. Нам их нужно натереть на самую мелкую терку. Если не хотите возиться с теркой, их можно будет просто пропустить через мясорубку. Натертые грибы на несколько минут отставляем в сторонку. Далее нам понадобится 4 куриных яйца, отваренных вкрутую. Их нужно будет разделить на белки и желтки. Белки мы пока что отставляем в сторонку, а желтки нам нужно натереть на ту же самую терку, что мы натирали шампиньоны, и сразу же в ту же самую тарелку. Вот это все нам нужно немножко посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. И добавляем к шампиньонам и желткам примерно 1 столовую ложку майонеза. Затем вот это все нужно очень хорошо перемешать до однородного состояния. Итак, первая намазка, первый слой у нас уже будет готов. Мы отставляем его пока что в сторонку. Далее нам понадобится глубокая тарелка и 150 грамм твердого сыра. Твердый сыр берите по своему усмотрению. Берите тот, который больше всего любите. Натираем его на мелкую терку. После того, как натерли твердый сыр, в ту же тарелку на той же терке мы будем натирать белки из 4 куриных яиц. Далее нам понадобится еще 2 плавленых сырка. Их мы тоже будем натирать на мелкую терку в эту самую тарелку. Но маленький такой лайфхак. Чтобы сырки не прилипали к терке, нужно взять подсолнечное масло, кисточку и терку с 2 сторон аккуратно смазать вот так вот подсолнечным маслом. Ну и вот посмотрите, после того, как смазали терку, берем сырки и начинаем их натирать. Сырки натираются очень легко и нигде ничего не прилипает. Затем все, что у нас есть в глубокой тарелке, нужно немножко все поперчить. Соль не добавляем, так как у нас 2 вида сыра, я думаю, соли будет предостаточно. Еще в эту глубокую тарелку мы будем добавлять чеснок. Нужно взять 3-4 зубчика чеснока и пропустить их через чесночный пресс. Далее сюда же нужно добавить примерно 2 столовые ложки майонеза. Если же вы не любите майонез, можно добавить греческий йогурт и немножко горчицы. Берем ложку и очень хорошо все перемешиваем до однородного состояния, так чтобы все продукты между собой хорошо перемешались. Ну и дальше приступаем непосредственно к сборке нашей красивой и очень вкусной закуски. Берем небольшой лист пергаментной бумаги. Пергаментную бумагу можно заменить пищевым целлофаном. И нам понадобится еще вот таких вот 12 кружков солями. Солями должна быть именно вот такая вот большая, потому что с маленькой будет очень сложно скрутить рулет. И выкладываем ее вот так вот друг на друга, так чтобы между кусками солями нигде не было ни одного просвета. У вас должно получиться как будто бы один ровный пласт солями. Далее берем первую намазку, ту, что мы делали из желтков и грибов, и небольшим равномерным слоем нужно покрыть полностью вот этот большой пласт из солями, так, чтобы покрылась полностью вся площадь, нигде не оставляйте просветов. И особенно хорошо нужно промазать все края. После того, как нанесли первый слой, берем вторую тарелку и тоже аккуратно стараемся нанести второй слой. Тоже его нужно равномерно распределить по всей поверхности, но делайте так, чтобы слои вам не смешивались, чтобы получился отдельно белый слой и отдельно вот этот немножко темный слой. Второй слой наносится немножко легче, потому что он будет намного толще, нежели первый слой. И после того, как вы хорошо намазали второй слой, нам понадобится еще либо 1 помидор, либо красный болгарский сладкий перец. Его нужно нарезать будет вот так вот соломкой и аккуратно разложить примерно равномерно по всему слою. Я сегодня использую помидор, и если будете использовать помидор, старайтесь раскладывать так, чтобы в нем было как можно меньше сока. Пускай сок лучше останется в тарелке. После того, как вы все пораскладывали, берем за ближний край к вам и аккуратно начинаем сворачивать рулет. Старайтесь сделать так, чтобы он получился у вас как можно плотнее. К пергаменту ничего не будет прилипать, у вас должна будет получиться красивая, равномерная, как будто бы большая колбаска. Затем вот этот получившийся рулет нам нужно свернуть в этот же пергамент, на котором мы его готовили. Нужно свернуть его аккуратно и как можно поплотнее. По краям нужно завернуть так, как будто бы вы заворачиваете конфетку. И в итоге у вас получится как будто бы палка колбасы, завернутая в пергаментную бумагу. Отправляем наш рулет, так сказать, импровизированную большую колбаску в холодильник минимум на 2 часа, но в моем случае он будет стоять целую ночь. А с утра мы посмотрим, что же у нас получилось. Достаем рулет из холодильника, видим, что форму он держит очень хорошо, плотно, разворачиваем его из пергаментной бумаги, берем нож и нарезаем его на порционные куски. Видим, что при нарезании он форму держит хорошо, ничего нигде не разваливается, не разлопывается.
В разрезе смотрится рулет очень красиво, а на вкус получается обалдеть как вкусно. На этом, друзья, у меня сегодня все. Если вам понравился такой вот рецептик прекрасной закуски, оцените видео лайком. Не понравилось, поставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые ролики. Все самое интересное у нас еще впереди. Мы с вами встретимся, как всегда, в новом видео. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.